Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем такое небольшое, но очень знаменитое гадание, которому больше 700 лет. Это гадание на игральных, или просто старых гадальных картах. И у нас с вами тоже будет 4 позиции, чем завершится дело. То есть вы загадываете какое-то дело, какую-то свою проблему, какую-то ситуацию. Можете прямо на все 4 позиции разные ситуации загадать. И мы узнаем, чем это дело завершится, чем эта ситуация завершится. То есть гадание это очень-очень старинное, поэтому не будет начальной позиции, начальных карт, а будут только кристаллы. Вот смотрите, первая позиция аметист, вторая позиция горный хрусталь, третья позиция лабрадорит, четвертая позиция дымчатый кварц. Вот вам нужно выбрать всего лишь именно кристалл. То есть не карту, а кристалл. Это важно. Вы выбираете свой номер позиции, свое обозначение, да, интуитивно, так скажем. Вот давайте так разложу, чтобы они немножко друг от друга лежали. Вот. И вам интуитивно нужно выбрать, может быть, по кристаллу или по номеру позиции 1, 2, 3, 4. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, загадывайте, может быть, 4 какие-то проблемы, ситуации, чем завершится дело, да. И потом уже смотрите по тайм-кодам или просто видео подряд. Вот. А я начинаю, и я даже не буду, в принципе, эти кристаллы никуда убирать. То есть друг за другом мы пойдем. Это небольшое гадание. Чем завершится дело, да? Чем завершится дело. То есть мы будем на игральных картах выкладывать, чем завершится дело. Что у вас там такое будет в итоге, да? И надеюсь, что все выбрали. Вот. Те, кто не выбрал, отматывайте назад, где пустое поле, выбирайте свой кристалл, свой номер позиции, все распределяйте. А я начинаю, да, чем завершится первое дело. Так. Дама бубен на дне. Может быть, дама тут у нас женщина гадает, да, или о женщине вопрос. Так, ну давайте смотреть. Чем завершится дело? Выкладываем карты. Это очень старинное гадание, очень старинное. 700 с лишним лет ему. Так, смотрим. Вот что бы вы здесь на самом деле не загадали, да, карты показывают, что вы находитесь в отчаянии, в смятении по поводу этого вопроса и реально не знаете, что делать. Вот просто запутались, очень сильно запутались. И карты говорят, что вам нужно успокоиться, потому что вас ждет здесь улыбка фортуны, вот самая настоящая. В начале вот этого пути сегодняшнего дня вам нужно полагаться именно в начале на свои силы. Карты говорят, что все решения нужно принимать самостоятельно и ни перед кем никогда не унижаться. То есть все трудности вы в итоге, чем завершится дело, да, все трудности вы преодолеете. Я здесь вижу 2 мужчин, которые в этом деле, чтобы его завершить, чтобы его подытожить, сыграют очень важную роль. Вот один из этих, так скажем, мужчин, это очень честный человек, и вы от него и выгоду получите, и помощь получите. Однако ему будут всячески пытаться препятствовать, чтобы он вам помогал, но он поможет все равно, несмотря ни на что. Второй человек является официальным лицом мужского пола. Это благородный человек, но это именно кто-то по службе, кто вам помогает. То есть это помощник, друг, но все-таки работающий где-то, где в этом деле, может быть, вам нужна помощь, да, или как-то с помощью своей работы, своего служебного положения этот человек может вам помочь, вот, чтобы это дело завершилось удачно для вас. Карты показывают, что пока вы идете по этому пути, у вас могут быть некоторые перемены к худшему. Вот могут быть, да.
Однако вот вы преодолеете эти, ну, какие-то заминки. То есть на самом деле, если рядом есть положительные карты, рядом с двойкой пик, да, то вы имеете все шансы на успех и спокойно любые проблемы, любые трудности, любые заминки, естественно, преодолеете. Но в процессе, когда вы будете подводить этому делу итог и завершать его, именно в положительном ключе все пойдет, я говорила, да, успешно для вас, то есть фортуна вам на самом деле улыбнется, это дело, вот как ни крути, оно повернется к вам лицом, так скажем, да, и завершится для вас очень удачно. Но вы обнаружите во время того, как это все было, да, когда вы будете продвигаться вперед, обман, причем очень серьезный обман, что вас, может быть, даже долгие годы кто-то обманывал по поводу вот этого вопроса, или что из-за какого-то обмана этот вопрос очень долго не разрешался, не завершался, и не подводились итоги этого вопроса, и вы захотите отомстить. Вот в этом ваша самая большая проблема, что вы захотите отомстить за этот обман. Из-за этого вы можете даже свою репутацию нарушить. Во-первых. Во-вторых, не получить того кайфа и радости, что это дело для вас завершилось очень удачно. Или, ну, получить, но с горчинкой, да. И вот в вашем желании мстить вы будете совершенно одни. Полностью одни. То есть никто вас не поддержит в этом желании. Поэтому это желание явно неправильное. Несмотря на то, что вас кто-то пытался обмануть или обманывал, ну, на самом деле обманывал, да, долгое время по какому-то вот этому вопросу, связанному с этим делом, вам нельзя мстить, потому что вы получите все равно положительный результат, и для вас это дело разрешается как нельзя лучше. Поэтому ни в коем случае не вздумайте мстить. Вас никто не поддержит, и вы просто, ну, почувствуете себя на отшибе, да? Зачем вам это надо? Ну, а в целом перспектива очень-очень хорошая. А мы идем к позиции номер 2. Как завершится дело под номером 2? Вопрос, проблема, ситуация. Чем, да? Чем завершится? Неплохие тут перспективки идут. Давайте посмотрим сейчас. Горный хрусталь. Как завершится дело? Вот сейчас, когда это дело еще не завершено, карты показывают, что вам нужно обращаться за помощью к тому, кому вы доверяете, но только именно к такому человеку или к людям, чтобы это дело пошло вперед. То есть самостоятельно, вот совершенно в одного вы не справляетесь. Карты говорят, что это дело каким-то образом, может быть, сейчас или в будущем связано с чьим-то предательством. То есть вы загадали какую-то проблему довольно сложную, и это предательство, оно могло быть для вас совершенно внезапным или будет внезапным, ну вот как будто бы кто-то из близких, друзей или кого-то, вот, кто нужен вам постоянно, да, или ну, кому вы доверяете, да, вот есть люди, кому вы доверяете и к кому вы можете обратиться с этим вопросом, а есть те, кто все равно как-то отнесется плохо к вам и внезапно вот именно как бы предаст или подставит вот именно по поводу этого вопроса. Однако это предательство, это подстава в итоге выведется к тому, что вам от этого будет невероятное счастье. То есть по итогу, чем завершится дело, да, невероятным счастьем, и именно как будто бы вам уготована счастливая любовь и взаимопонимание с близким человеком, а также уют и достаток в жизни. То есть это как-то косвенно может быть связано с тем делом, которое вы загадали. Мало того, что дело само завершится очень удачно для вас,
и вот как-то развернется в нужную сторону, так еще и вас ждет само по себе счастье в жизни. На пути, пока вы будете идти к тому, чтобы это дело завершилось, к вам будут постоянно приставать лживые люди и люди, которые носят маску хороших, порядочных людей. Поэтому вам надо очень сильно разбираться здесь, кто друг, а кто враг, кто аферист там, или кто хочет вас подставить, а кто действительно честно с вами поступит. И это вот очень сложно. То есть вот как будто бы постоянно в этом деле присутствует обман и подстава. Постоянно на пути вашем попадаться будут гадкие люди. Несмотря на это, вот я еще раз повторю, что вас ждет все равно большой успех и большое счастье. В итоге вы достигнете всего самого лучшего, но с помощью женщины, которая будет являться вашей подругой в тот момент. И она именно поможет разрешить все в самую-самую лучшую сторону. Дело станет очень-очень положительным для вас. Вы получите радостное известие. И также в связи с этим делом у вас будет свидание или очень сердечная встреча с человеком, которого вы любите. То есть, может быть, для того, чтобы рассказать о результатах, например. То есть вы поделитесь об этом именно с любимым человеком. Но перед этим, вот я говорю, именно на доверии шишки набьете. Так получается, что с чем бы ни связан был ваш вопрос, постоянно окружают предатели. Вот. Но если вы интуицию напряжете, вы поймете, кто из них кто. То есть вам все равно нужна помощь. Именно поэтому вас и окружать-то будут, и окружают уже, скорее всего, гадкие люди, потому что вы-то нуждаетесь в помощи, понимаете? Но вот знаете, когда набиваешь шишек именно на доверие людям, бывает такое, что потом идет награда в виде большой любви, счастья, уюта, благоденствия, благосостояния. То есть и само дело завершится хорошо, и вы-то будете вознаграждены, да, из-за того, что люди пытались вас подставить или даже подставляли. Самое интересное. Вот такой ответ по второй позиции. Так, смотрим третью позицию. Наш лабрадорит. Чем завершится загаданное дело? Сдвигаем. Так, тут у нас послание в виде девятки пик. Очень печалит это дело, очень переживаете и чувствуете отчаяние. Скорее всего, по этому делу. Может, загадали вообще там проблемы по здоровью, потерю энергии или еще что-то. Или просто вот какое-то очень смурное дело. На самом деле смурное. Давайте посмотрим, чем оно завершится для вас. Еще раз повторю, что это очень-очень старинное гадание. Ему больше 700 лет. Поэтому вот ответы могут быть мои какие-то, вам покажется сначала загадочные, но потом вы поймете, что к чему, как говорится. Итак, карты и правда говорят здесь, что, может быть, ваш вопрос связан со здоровьем, потерей энергии или полным тупиковым периодом в жизни, когда не знаешь, вот как выйти из этого, как болезнь, да, или как недомогание какое-то. Вот такое чувство, что вы как наказываете себя, или вам кажется, что вас наказала судьба в связи именно с этим делом. Вот когда вы о нем думаете, вот как наказание ощущаете, это дело будто бы вот связано, как в жизни вас, мол, наказывает. Вы считаете, что проблема возникла, и вас жизнь наказывает. И, может быть, если это связано с деньгами, да, то вы можете получить деньги или добиться дохода, но только с помощью знакомого человека, который на это может повлиять очень хорошо. То есть это не ваша самостоятельная будет заслуга, а именно чья-то совместная с вами заслуга. Однако здесь в этом деле есть и женщина-враг, дама пиковая, да, которая всеми силами пытается сделать так, чтобы у вас ничего не вышло, чтобы дело завершилось для вас худшим образом. И строит козни, соответственно. Либо это просто очень старая женщина, которая каким-то образом негативно вмешивается в это дело. Может быть, кто-то вам завидует, может, кто-то является вашим настоящим врагом, кто-то фальшивый, кто-то гадкий, кто-то обманывает, лицемерит постоянно рядом с вами.
И ненадолго, вот как бы этой женщине-врагу покажется, что она победила. Вот прям будет такой момент. Но это будет ее самообман. То есть, когда это покажется, вот как раз это будет момент разворота в вашу сторону этого дела. Это будет момент, когда негатив весь обернется именно против нее. Вот видите, дальше все карты красные, все красные. Потому что дальше идет разворот в вашу сторону, и ваше отчаяние сменится вашей радостью. И вы увидите в этом деле хороший знак с момента, когда встретитесь с кем-то из старых знакомых или поговорите с кем-то из старых знакомых. Очень положительная встреча или разговор и возобновление связи вот с кем-то из прошлого, с кем уже закончили связь, казалось бы, вот не общаетесь вообще. Вот это для вас будет знак, что дело пошло именно в вашу сторону и разворачивается очень-очень положительно сейчас. Действительно, карты говорят, что вы добьетесь успеха, преодолеете вообще все препятствия. Также карты здесь показывают знак, что, возможно, вам предстоит дорога или перемена места жительства в связи с этим делом или по итогу того, что это дело развернется в положительную сторону. И самое интересное, что если вы еще не встретили, человека, который предназначен вам судьбой, то встретите в очень скором времени. И почему-то это дело влияет на эту встречу. Самое интересное. Вы получите очень неожиданные приятные новости по поводу того вопроса, о котором спрашиваете, и вам предстоят именно приятные хлопоты. То есть вы будете вокруг этого дела еще хлопотать, там что-то обустраивать уже в положительную сторону и решать уже последние штрихи, доводить, да, решать уже этот вопрос окончательно в лучшую сторону и бесповоротно. И дело завершится. Вот именно так карты показали. Ну да, придется вот пройти через сложности, и сейчас у вас период реального, прям вот как темная ночь души это называется, реальное отчаяние. Но жизнь меняется, в жизни все меняется, и здесь идет разворот действительно на 180 градусов. Хотя сейчас, да, сейчас беспокоит, и кажется, вот прям совсем все плохо. Ну, такой ответ вам дали карты по третьей позиции. А мы идем дальше к позиции номер 4. Чем завершится дело или какая-то проблема. Это очень старинное гадание, ему больше 700 лет. Давайте посмотрим. Сдвигаем. Неплохая карта, 8 червей. Здесь вы настраиваетесь уже, по-моему, на какой-то хороший результат. Давайте глянем, чем завершится это дело. Червей-то сколько? Про любовь, что ли, спрашиваете? Вот она, это ваша 8, так интересно. Упс. Эту тоже карту возьму, естественно, распала сюда. Но я для нее вытащу еще одну карту. Вот так. Ну, что тут сказать? Действительно, не зря карты вначале показали, что вы как-то положительно настроены на это дело. Потому что у вас был период очень долгих неудач по этому вопросу или вообще в жизни. А сейчас небольшая радость какая-то, радостная новость или настрой такой хороший появился. Вот карты это совершенно четко показали здесь. Карты показывают, что в скором времени вы станете, возможно, очень состоятельным или богатым человеком. Если вопрос касается денег, он завершается очень скоро и очень сильно в положительную сторону. То есть, если не любовь, а деньги загадали, то есть вас ждет реальное богатство. Вот. И вообще одни деньги притягивать будут другие деньги, и третий, и пятый, и десятый, как говорится. Вот знаете, деньги к деньгам. Если вопрос не касался денег, то его можно разрешить с помощью больших денег, которые вам скоро придут. То есть или повлиять на этот вопрос крайне положительно с помощью больших денег, которые скоро у вас появятся, а у вас скоро появятся большие деньги. Карты показывают у вас в связи с этим делом или косвенно влияющие на него обстоятельства, да, что у вас предстоит скоро дальняя дорога, долгий путь и очень большие перемены в жизни, но к лучшему. Также вы можете встретить человека, которого очень давно не видели. И вот как будто сбывается ваша мечта завершить это дело положительным образом. И вообще какая-то, может быть, сбудется заветная мечта в скором времени.
Прибыльных карт очень много, и задуманное осуществится, ну, как будто благодаря вашим же, вам прибывшим деньгам. То есть богатство повлияет именно на разрешение данного вопроса. Карты также показали встречу с мужчиной, совершенно для вас неожиданно в связи с этим делом, и подъем по социальной лестнице вверх. То есть, может быть, в связи с подъемом, да, и богатством, подъемом вверх по социальной лестнице разрешится это дело положительным образом. А может быть еще то, что вот в жизни мужчины это встречается, он как-то повлияет на это положительно. Ну и также женщина, которая тоже влияет на это очень положительно. Причем вас ждет именно и взаимная любовь, и дружба хорошая вот с этой женщиной. Самое интересное, что мужчина прикрыл все проблемы с собой. То есть вот какой-то вот прям веселый, яркий, интересный человек. Он может быть даже сначала как бы чуть-чуть ветреный, но это иллюзия. То есть через некоторое время вы поймете, что он лучше. И вот он прикрывает ваши проблемы, он их убирает. Восьмерка пик, да, она рождает проблемы, но он все в связи с этим делом, да, но он это все убирает. Вам помогают двое, вам помогают люди, да, но и удача на вашей стороне. И самое главное, вот я говорю, вся проблема разрешается именно с помощью богатства. Вот. Богатство и подъема по социальной лестнице вверх. Интересно. Ну, вас тут как бы по четвертой позиции вот не просто даже дело, да, а по судьбе какая-то большая удача ждет. И в связи с этим, может быть, отпадают многие вопросы, да, которые вас сейчас тревожат. Но вы уже что-то такое чувствуете, вы уже чувствуете положительное веяние. Ну, вот такой ответ дали сегодня карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.